Здравствуйте, мои дорогие раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, и расклад сегодняшний на неделю с 12 по 18 января. Давайте посмотрим, что ожидает раков в этот период времени, в этот отрезок времени. Какие карты сегодня вам выпадут и что интересного произойдет у вас непосредственно. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз, да, что он не персональный. Кто впервые на моем YouTube-канале, пожалуйста, учитывайте этот момент. Я делаю расклад по дням, но, возможно, у кого-то отыграются лишь основные события, основные какие-то ключевые моменты. Так тоже может быть. Кому-то подойдет расклад полностью, и он отыграется у вас по дням. В любом случае, оставляйте комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь, если еще этого не сделали. Я буду очень-очень рада такой вашей активности. Итак, раки, давайте посмотрим, что же ожидает вас в этот период времени, неделя с 12 по 18 января. Итак, раки. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть первая карта, карта повешенной, карта, возможно, какой-то сложной, тупиковой для вас ситуации или ситуации, когда вы посмотрите на вещи под другим углом, по-другому будете относиться к каким-то людям, может быть, переосмыслите свои взгляды на какие-то вещи. И по этой карте, в принципе, повешенной, да, если возникает какая-то пауза, приостановка, тупик в делах, в работе, возможно, вам нужно просто немножечко отдохнуть и сделать эту вынужденную такую остановку. То есть не отчаивайтесь в таком случае, возможно, вам этот момент дан для того, чтобы вы лучше разобрались в какой-то ситуации или получили какой-то опыт дополнительный, сделали свои выводы, возможно, поэтому и так начинается у вас эта рабочая неделя. Карта повешенной. Давайте посмотрим, что же здесь еще может быть. Собственно, да, неделя с 12 по 18, а именно понедельник у раков. Почему выпала карта повешенной у вас? Карта семерка жезлов. Здесь может быть много каких-то препятствий на вашем пути, которым вам нужно противостоять. Возможно, какая-то критика. Здесь есть ваш адрес, и вас она загоняет в тупик. И окружающие, возможно, в чем-то вас критикуют, а вам нужно справиться мужественно с этой критикой, постараться отстоять свои границы. Или, да, как-то вот, знаете, как будто бы отстраниться от них. И вот эта вынужденная ситуация, она заставляет вас как будто бы сделать такую паузу. Но в целом, да, вы здесь стойко справляетесь с этими препятствиями, с этими нападками со стороны окружающих, умеете себя как-то от них изолировать, да, то есть абстрагироваться от этой ситуации. Следующая карта, карта восьмерка жезлов. Здесь все, что касается каких-то быстрых, стремительных событий, может быть, быстрых решений, которые вы принимаете во вторник. Здесь может быть в целом какое-то знакомства, которое вы заводите новое, какие-то новые друзья, новое общение. Здесь много диалогов. И в работе здесь какой-то, может быть, значительный прогресс и какой-то хороший рывок вперед в том, что вы делаете, чем вы занимаетесь. В целом хорошая карта такого развития, зеленого света, который есть вам. Здесь открываются все дороги, и вы можете, соответственно, здесь очень хорошо и продуктивно провести этот день, вторник. Давайте посмотрим, раки, что здесь еще есть у вас на вторник. На вторник есть еще карта Луна. И вот здесь вот интересно, потому что если вы здесь знакомитесь с кем-то новым, ведете какие-то разговоры, диалоги, то здесь может быть ситуация, где кто-то от вас что-то скрывает, что-то не договаривает. То есть что-то все-таки от вас может быть скрыто, либо вы здесь в таком вот быстром, динамичном развитии событий начинаете чувствовать неуверенность
в себе, неуверенность в том, справитесь ли вы с такой быстротой событий происходящих, да, карта Луна. Также вы здесь можете и по-хорошему, карта Луна, может быть, вы мечтаете о каких-то прогрессах, о каком-то развитии стремительном, здесь это тоже может происходить, но в таком случае вас, соответственно, это не пугает. Но если вы настороженно относитесь к переменам, то вы здесь можете переживать, что все чересчур динамично, как-то быстро, и вы можете ожидать даже какого-то подвоха от окружающих в этот день. Карта двойка кубков, карта родства душ, возможно, общение с таким человеком в среду, когда вы чувствуете здесь единение с близким вам по духу человеком. Это может быть ваша пара или там, да, ваш партнер, а может быть партнер на работе, то есть какой-то друг на работе, с которым вы вместе проводите много времени, работаете, доверяете. А также двойка кубков — это и карта ребенка. Здесь может быть что-то связанное с вашим ребенком, с вашими детьми. Двойка кубков, она о любви как таковой, она о возможности пойти на перемирие, если вы с кем-то находились в ссоре, она о радостных событиях, которые вас здесь ожидают. Для кого-то здесь и рождение ребенка могло бы быть. Может быть и такое. Кстати, здесь у кого ожидаются роды, могут быть роды во вторник, да, вторник, среда, соответственно, как празднование этого события. И, ну не знаю, может быть, родственники вас поздравляют. То есть карты хорошие, карта двойка кубков. Может быть, у кого-то из ваших близких, там, не знаю, день рождения, вы поздравляете. Тут поднимаются кубки, говорятся какие-то приятные вещи, тосты. То есть тоже хорошая достаточно карта для раков, да, на среду. Давайте посмотрим еще, почему здесь выпала карта двойка кубков. Вы можете, кстати, подарки какие-то здесь дарить. Карта 21-го аркана, карта мир, тоже может говорить про дни рождения, про завершение какого-то цикла, этапа, периода для вас, да, как завершение одной главы жизни, начало новой. То есть завершается какой-то период. Вы чувствуете, что это завершение происходит здесь в среду. И по, опять-таки, карте мир, чувство триумфа, чувство радости, чувство победы, чувство признания ваших заслуг вот этим близким вам человеком или вашей парой, или вашим ребенком, да, то есть хорошая достаточно карта. Дальше карта шестерка пентаклей. И, собственно, она тоже делает такой акцент на детей, на семью, на все, что касается ваших близких, может быть, внуков. Ну, то есть то, что создает ощущение уюта и такого благополучия в вашем доме. Карта шестерка пентаклей еще и о ностальгии о прошлом, о воспоминаниях из прошлого, о каких-то людях или вещах, которые напоминают вам о прошлом. Шестерка пентаклей. Давайте посмотрим. Ой, простите, шестерка пентаклей. Я про шестерку кубков здесь в основном, да, говорю, потому что такие карты. Но шестерка пентаклей, она здесь, кстати, и показывает, простите еще раз, что человек отдает что-то. Вы можете здесь помогать своему близкому, своему другу. Вы можете здесь быть таким меценатом, дарителем. Вы можете по этой карте кому-то оказывать любую услугу или помощь какую-то. Может быть, даже чисто не материальную, а каким-то делом. Может, вас просят о помощи. Или вы здесь просите о помощи, и вам помогают, радостно протягивают руку помощи. Опять-таки, может быть, с каким-то советом, может быть, какой-то помощью любого другого характера. Но достаточно хорошая в любом случае карта. Не знаю, почему мне эта шестерка пентаклей напомнила сразу семью, детей и помощь им или общение с ними. Но да, тем не менее, вот шестерка пентаклей, она о помощи как таковой. Может также говорить не только о помощи, а о том, что вы кому-то что-то отдаете, как в обмен за услугу. То есть вам что-то продают, вы покупаете, даете деньги, вам дают товар. Вы там выплачиваете аренду за квартиру тоже, вы выплачиваете деньги, соответственно, вы дальше арендуете квартиру. То есть какие-то вот взаимовыгодные такие вот ситуации, да, где вы обмениваетесь с другим человеком чем-то. Итак, карта шестерка пентаклей. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть. Карта семерка кубков. Размышления о том, стоит или не стоит это сделать. Возможно, вы здесь можете ошибаться и кому-то отдать деньги, но при этом не получить то, на что вы рассчитываете. То есть нужно быть все-таки осторожнее здесь, чтобы избегать определенных иллюзий, в которых вы можете здесь находиться.
по этой карте. То есть 7 кубков, она про возможность ошибки, про то, что вас могут, ну да, может быть, обмануть, поэтому нужно быть все-таки осторожнее, чтобы не оказалось так, что тот человек, которому вы помогаете, на самом деле не так уж сильно в той помощи нуждается, к примеру. Либо вам, если предлагается какая-то помощь, вы можете сомневаться, принимать эту поддержку, помощь или не принимать. Или совет, который вам дается, вы думаете, следовать этому совету или не стоит этого делать. То есть здесь какие-то колебания могут быть. Дальше идет рыцарь. Рыцарь кубков, карта воодушевления, окрыленности, влюбленности, карта вашей стихии, кстати, вашего знака зодиака, показывает, что вы здесь будете в таком вот настрое, скорее всего, позитивном. И 10 кубков тоже как чувство праздника и веселья со своими близкими, со своей семьей. В целом ощущение счастья от того, что здесь у вас происходит в этот день. Неважно, какой сферы жизни это касается, и у вас есть ощущение какого-то душевного спокойствия, благодати, которая к вам здесь приходит по рыцарю кубков. То есть у вас прям такой взгляд на вещи очень оптимистичный. Вы как будто бы через розовые очки на все смотрите. И все в таких очень ярких, красивых красках вам видится. Итак, раки. Следующая карта. Карта тройка жезлов. Строите планы на будущее в субботу, думаете о какой-то далекой перспективе для вас, о том, какие шаги для этого следует делать. Снова-таки, возможно, думаете о том, что вам потребуется какая-то помощь или поддержка других людей, ваших близких, ваших родных. Вы можете по этой карте здесь трудиться для достижения своей цели, что-то делать. Кто-то, не знаю, ремонт дома делает, да, то есть с далеко идущей перспективой какой-то, завершить его со временем. Возможно, вы здесь работаете в субботу, поэтому здесь и такая карта. То есть работаете, но и видите какую-то, опять-таки, далеко идущую цель. Какой-то удачный момент здесь вам может подвернуться, касающийся вашей работы. Карта короля кубков. Дальше карта тоже праздника, пиршества. Он такой здесь улыбающийся, румяный, да, сидит за столом. То есть здесь может быть праздник, может быть, вы что-то отмечаете. Вы можете здесь ходить на какие-то дни рождения, какие-то застолья могут быть. Ну и в целом вы достаточно эмпатичны, достаточно открыты людям, достаточно любвеобильны, да. Но давайте посмотрим еще на тройку жезлов, почему вот у вас такая больше какая-то, знаете, как карта работы или желание решить какие-то вопросы рабочие, бытовые. То есть вот у вас есть цель, вам нужно эту цель реализовать в субботу, в отличие от воскресенья, где вы как будто больше отдыхаете. Почему в субботу выпадает тройка жезлов? Почему тройка жезлов у раков? И тут карта умеренности, карта баланса, карта равновесия. Попытаться сбалансировать свои усилия в делах, в работе. Может быть, как-то распределять отдых и работу, чтобы не переутомляться. Возможно, вам здесь нужно больше гармонии с собой, больше спокойствия в том, как вы добиваетесь здесь своих целей. То есть не торопить события и по этой карте находить компромиссы с окружающими, особенно с людьми, которые вам в чем-то могут помочь или принять какое-то участие, опять-таки, в ваших совместных делах. То есть находить компромиссы, договариваться, находить золотую середину. И карта короля кубков, я уже говорила про нее немножечко, давайте посмотрим, почему она у раков выпала на воскресенье. Здесь 5 жезлов. И вот здесь вот интересно, потому что 5 жезлов, она про то, что у вас могут возникать какие-то здесь трудности, какие-то сложности, какие-то неровности, скажем, да, в том, что вы делаете в этот день. Но при этом по королю кубков вы достаточно мягкие, достаточно эмпатичные к окружающим, чувствуете их настроение, и это помогает вам вот такой гибкостью, мягкостью, умением здесь как-то договариваться, умение правильно вовремя выйти из какой-то неловкой ситуации или какой-то конфликтной. Оно помогает вам по 5 жезлов здесь справиться с этим испытанием, то есть не доводить до конфликта какую-то ситуацию. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для раков на неделю с 12 по 18 января мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!